Я приветствую всех, кто зашел на мой канал. Меня зовут Лика. Сегодня тема нашего расклада будет непосредственно относиться к теме коридора затмения. С 7 по 21 сентября этот период называется коридором затмения, потому что 7 это лунное затмение, солнечное затмение 21. В этот период очень сильные мощные энергии идут на Землю, касающиеся всех наших сфер жизни. Так как Луна управляет многими процессами на Земле, да, касающихся, если Земли, то это океаны, моря, да, то так и у нас это чувства, эмоции, наше подсознание, наша энергия женская, да, вот интуиция у многих. Мы непосредственно связаны с Луной и Солнцем. С Луной связано очень многое, что в нашей психике находится, в ментальном состоянии, в подсознании. Поэтому в этот период энергия очень нестабильна. И одинаково может быть как позитивные моменты, так и негативные. Что относится к негативным, это обострение каких-то старых проблем, переживаний, страхов. Из подсознания по ночам, возможно, может прямо вот просыпаться посреди ночи, что-то снится может, да, прошлое непонятное. То есть то, что непосредственно связано с вами, с вашим внутренним миром. Возможно, какие-то проблемы, да, которые вроде забыли, но вот обострятся в этот период. Но также и позитивно это возможности. Возможности того, что закроются многие проблемы, решатся, придет решение, да. Кто-то найдет в себе потенциал в это время, благодаря каким-то событиям что-то в жизни изменить. Причем это может повлиять на все сферы вашей жизни, не только на какую-то одну из сфер. И вы начинаете, допустим, с этого периода осознавать что-то вот для себя важное, благодаря, говорю, каким-то вот переменам и потоку информации, который к вам будет приходить. То есть, возможно, у кого-то будет толчок для чего-то нового, да, что-то сделать, создать наконец-то, или что-то судьбоносное произойдет. В позитивном плане тоже. Вот, поэтому давайте сегодня посмотрим, что же вам вообще этот период принесет, что эта энергия даст в вашу жизнь, да, как она вообще на вас повлияет в этот промежуток с 7 до 21 сентября. В общем, давайте смотреть переменные события, да, как повлияет на вас энергия коридора затмения. Мы сделаем с вами небольшую сигнификацию сначала, да, чтобы вы понимали, ваш ли это расклад. И будем разбираться, что расскажут о вас карты. Разбираться в ваших, так сказать, судьбоносных моментах. Я думаю, расклад будет достаточно глубокий и сильный. Карта мага вышла. Сейчас вы находитесь в периоде, когда у вас есть потенциал, есть куда двигаться, и очень много возможностей перед вами сейчас открывается. Но вы почему-то по двойке жезлов вот тормозите процесс, не зная, что идти. Вот у вас есть два выбора, скорее всего, два пути. Да? Возможно, это сфера работы, для кого-то это личная сфера, может быть, касается сойтись или разойтись. В общем, есть два пути, на которые вы ставите как бы ставки, да, но не зная итога. Поэтому старайтесь балансировать, но не шагая вперед. Потенциал в ваших руках. То есть все, что сейчас будет дальше, зависит от вас. Как вы себя, как позиционируете сейчас себя со своей энергией, да, то есть вы что-то создаете, двигаетесь, либо стоите на месте и не двигаетесь. То есть в застой впадать не нужно. Но в данном случае вы решаете, потому что перед вами очень много сейчас выборов. Я говорю, возможно, в работе. У кого-то несколько предложений. Возможно, в личной жизни. Здесь связано с эмоциями, мечтами. У вас идет, потому что 7 кубков вышла. Но это также иллюзии. Иллюзии многовыборности. То есть кажется, что вот я все могу, и что же мне выбрать? Тут надо быть аккуратнее. Во-первых, здесь идет вам шанс сейчас выйти туда, куда вы можете полноценно тратить свою энергию. Там, где вы можете что-то создавать, воплощать это и творчество, и повышение, говорю, по работе, может быть, где вы себя реализуете как профессионал, да, и в личной жизни. То есть от вас много сейчас может зависеть. Но вот этот шанс нужно разглядеть, потому что, к сожалению, это пелена такая, когда кажется, что я все могу. Еще раз повторю, да, у меня много выборов, я подожду. Но сейчас у вас состояние, когда выбор нужно сделать. Вот это касается в прямом смысле семьи, создания семьи, да, то есть родственники, это супружеская жизнь, возможно, да, то есть здесь у вас что-то
идет под вопросом сейчас. Но для кого-то это в прямом смысле материальная сфера. Это касается вашего бизнеса, вашей работы, вашей карьеры, где вам нужно сейчас принять важное решение, как вам дальше действовать, чтобы, во-первых, сохранить то, что у вас уже есть в материальном плане, и развить. Но скажу так, что в любом случае вы найдете правильный вариант ответа для себя, да, правильный путь выберите, потому что десятка пентаклей это уже сформировано. Во-первых, можете опереться на тех, кто вокруг вас при выборе сейчас своего дальнейшего пути в жизни. Почему? Потому что возле вас есть люди, которые не все в вашем окружении. Есть люди, конечно, кто вас поддержит сейчас в начинании ваших новых. Это, может быть, опять же, повторюсь, проект в работе, новые отношения, либо что-то вы хотите создать собственными руками, возможно, да, то есть творческое что-то. Не все вас поддерживают, но есть те, кто на вашей стороне. И вот в окружении здесь надо быть аккуратнее, в каком плане, что семерка кубков, возможно, они на вас влияют и говорят вам, что у тебя же вот такой талант есть, у тебя есть вот там диплом такой-то, иди вот в эту сферу. И вы начинаете сомневаться. А по идее внутри у вас есть уже на чем основываться. Откройте сейчас в себе то, что вам хочется делать. По идее вы можете взяться сейчас за все, что вот в пути перед вами стоит. Но, я говорю, надо понять. Потому что шанс один из этих всех возможностей, чтобы добиться стабильности, добиться успеха и реализовать правильно, заслуженно получить награду. В личной жизни, еще раз вернемся, да, здесь тоже все касается от того, что вы запутались, да, и вот у вас вот этот выбор сейчас идет. Поставить точку, уйти и уже как-то, ну, там нету ничего. То есть у кого-то, говорю, это личная жизнь, это семья, это мужчина, да, вы там запутались. И там хочу сказать, что уже конец. Вы уже не раз расставались, не раз сходились, постоянно пытались балансировать, создавать какую-то иллюзию того, что мы можем еще все сохранить, но нет. У вас здесь идет лабиринт, эта карта говорит о том, что это блуждание без выхода. Выход один, конец, уйти. По восьмерке кубков, уйти в неизведанное, потому что вы гадаете, как моя дальше жизнь сложится, что я увижу, что вообще со мной произойдет. А вдруг так, а вдруг не так, где-то мечтаете, где-то иллюзии впадаете. Да, такова восьмерка кубков. Но помните о том, что вы уходите в новое что-то, то, что, во-первых, старое остается, и вас уже вынужденно выталкивают, что вам нужно идти. Но это всегда в лучшую перемену. Сейчас сначала кажется, что тяжело, что плохо, и больно, и страдания, возможно, да, но это к лучшему. Восьмерка кубков, уход всегда к лучшему. А к лучшему у нас с вами идет рыцарь кубков. То есть возможность новое знакомство, новый какой-то период жизни, где вы будете уже чувствовать себя более раскованно, легче, жить сердцем. Опять же, у кого-то, сразу говорю, здесь работа по сердцу, да, если вы уходите из какого-то проекта, из какой-то компании, то это будет то, что вам по душе, и у вас есть на это потенциал. Возможно, вы уже выросли, что вам не нужно зависеть от своих родственников, если там что-то завязано, вы можете сами что-то создавать от сердца. Также из компании, да, или от работодателя новую работу, потому что вы чувствуете, что пора. Там ваш потенциал уже не развивается. Вот почему мы сейчас берем прошлое. Что с вами происходит на данный момент? У вас есть потенциал по магу, очень хороший потенциал. Вы не можете шагнуть сейчас в свое будущее, потому что не можете оставить прошлое. Все банально. Но почему? Потому что вы не уверены в своем потенциале. Где-то и страхи, и иллюзии, разные варианты, все события, думать, а как же это будет? А вот вам надо не думать, а идти. Или иначе вы так и не узнаете, как это будет. Понимаете? А будет у вас хорошее, то есть по рыцарю кубков вы будете, как вам сказать, с таким очень теплом и легкостью все это начинать. Ну вот так сегодня наша сигнификация, да. Давайте я подальше уберу. То есть смотрите, если резонирует, оставайтесь. Потому что, говорю, сейчас перед вами стоит выбор именно, куда двигаться дальше в своей жизни. Я говорю, если, опять же, кстати, касается отношений, это то же самое. Впереди будет легкость. Возможно, влюбленность, новый человек, новое знакомство, но вы избавитесь от тягости, во-первых. Во-вторых, от отношений, которых уже нету будущего. И в-третьих, по магу здесь у вас идет там, где вы сможете себя реализовать. Давайте посмотрим, с чем же связано, почему сейчас именно у вас это все происходит и как это повлияет, как на вас повлияет, да, энергия коридора затмений. Как она на вас, эта энергия повлияет, связанная с вашим сейчас
положение дел, так скажем. Луна. В прямом смысле у нас пришла сама Луна. В этой колоде ее зовут Луна. Как на вас повлияет? Вот именно в этот период сейчас вам очень сильно нужно будет прислушаться к своей интуиции. Возможно, что-то почитать, изучать, смотреть подобные расклады. Ищите ответы внутри себя и со внешних ресурсов тоже, да, потому что вам будут помогать. Но вы должны услышать. Просите своих ангелов, да, высших сил, чтобы вам дали возможность услышать свою интуицию и отличить от мысли ума в этот момент, чтобы вы поняли, что вам хотят сказать ваши наставники духовные, да, и вообще, что вам хотят передать. Потому что это будет касаться именно выхода из лабиринта, будущего вашего потенциала, куда вам двигаться. Именно Луна вам об этом хочет помочь и сказать. Смотрите, в том же ряду у вас выходит двойка. 2 двойки. Это двойка мечей. Я говорю, вам нужно будет прислушиваться, потому что разум сердцем у вас будет просто воевать с друг другом. Сердце будет хотеть одного, движения там вперед, да, например, и независимости, стабильности, самой всего добиться в этой жизни, да, если это материальная сфера. И в личной жизни, возможно, вы хотите уйти из отношений, которые вам уже не нужны, там нет любви, нету ничего, да. Но вот этот баланс, который вы должны отстраниться от многого и прислушаться к себе. Эти 2 карты вам говорят, да, будет страшно, будет где-то нелегко, много будет сомнений, но вы справитесь. По этой карте всегда придет решение. Да, Паж Пентаклей вышел. Главное приложить, во-первых, первое в себя вера. Вера в себя сейчас. Что бы вы ни задумали, я говорю, отнесите это к сердцу. Если вы чувствуете отклик, идите смело к этому вперед. Но сначала, говорю, вы разберетесь в этом, разберетесь, и говорю, вы как раз начнется вот в этот период у вас ответы приходить. Вера в себя, желание учиться. У вас предстоит та сфера в жизни. Давайте так, чтобы я постоянно не повторяла, это либо материально слушаем, да, либо личная сфера. И в той сфере у вас начинается новый этап. У кого-то это личная жизнь, у кого-то денежная сфера, материальная сфера. Вы будете обучаться и маленькими шажками себя прокачивать. То есть для того, что если это материальная сфера, вам нужно добиться чего-то. Учитесь новому. То, что вам придет, что вы хотите делать, обучайтесь. Для кого-то это прям новая сфера, и вы вот загорелись. Я хочу там книгу писать, танцевать хочу. Неважно, любое творчество, помогу, да, сейчас мы говорим. Реализовать можно будет путем обучения, усердия и веры в себя. Веры в свои силы. И я вам говорю, что у вас все получится по этой карте. В большинстве случаев, если вы не филоните, не сомневаетесь в себе, постоянно себя прокачивая, вы добьетесь желаемого. В любви это начало зарождения новых каких-то отношений, нового какого-то этапа. По поводу того, что добиться, я вам сказала. Женщина, королева Пентаклей. Женщина, которая любит роскошь во всем, любит комфорт, что все было, как говорится, по полочкам разложено, все четко, красиво. И сама она за собой всегда ухаживает, выглядит шикарно в основном. Женщина материально независима, материально обеспеченная. То есть тот, кто пойдет, если это сфера материального, да, плана, сделает правильный шаг. Вы его сделаете. Дайте сейчас время и правильно поймайте этот шанс. Вы услышите от сердца прямо четкий отзыв, чем вам надо заниматься. У вас есть потенциал на то, чтобы развить направление, которое вы хотите. И у вас получится. Я говорю, попажу, прилаживая усилия, обучаясь чему-то новому, вы сможете достичь со временем хороших, очень хороших результатов. А это касается и отношений у кого-то. Говорю в том плане, что оттуда уходя, из тех отношений, с которыми, где вы, говорю, вы уже не можете находиться, там нету будущего, вам надо стать независимой. Вот королевой Пентаклей стать, вы уже, может, понимаете, да, что я там хорошо могу быть матерью, хорошей женой, там быт у меня, все ладится, я такая молодец. Но здесь сейчас говорим о независимости, что вы не будете зависеть от мужчин. Кому-то вот в это новое нужно обучиться и заново научиться смотреть на отношения с мужчинами.
Я скажу так, что тот, кто вот, знаете, вас будут сбивать с пути. Вот как ни крутите, вот будет период, сейчас начнется, когда вот вы примете решение, куда вам двигаться, как кто-то попытается вас потянуть в старое. Но у вас будут происходить очень колоссально быстро события в жизни сейчас. Вот прямо говорю, вот с этого периода, сентября, у вас начнутся резкие вообще перемены. Во-первых, это вмешается сама судьба, значит, говорю, вы дошли до застоя. Когда приходит башня, она говорит о том, что вам не нужно сидеть на одном месте, пора двигаться, пора подстраиваться под обстоятельства. Плохо это или хорошо, нужно отпустить прошлое и идти дальше, строить новое. Вот у вас такой период, что у вас пошли пажи, да, помните лабиринт, вас выталкивают элементарно в новое. Ваше решение принято, как вы его пойдете. Либо вы примете, пойдете с этим потенциалом строить, либо после всех потрясений будете пытаться дальше, смотрите, даже здесь зеркальный лабиринт, дальше бегать по этому лабиринту. То есть, я говорю, как я вам вначале сказала, от вас сейчас зависит, куда ваш потенциал можно направить. Либо вы его направляете здесь и сейчас и строите свое будущее, обучаетесь чему-то новому, вкладываете туда свой ресурс, да, что какой талант у вас, что вы можете делать, может, финансовая какая-то подпорка, что-то развиваете, что-то делаете, создаете, учитесь, работаете и добиваетесь в будущем хороших результатов. Ну, либо вы остаетесь после всех потрясений в страхе, что я не справлюсь, и это вас просто разобьет. То есть, скажу, вот грубо говоря, как есть, у вас нет другого выхода, как двигаться вперед. Останетесь, промешкаетесь на месте, не будете двигаться дальше, развиваться, эволюционировать. Вот этот ком, который у вас вот запутанный в жизни, вся эта ситуация, он будет только нарастать. Понимаете? Но вы готовы к этим всем переменам внутри. Вы можете все это преодолеть. Все зависит, какова цена, за что вы хотите дальше идти. В личной жизни то же самое. Если вы там будете протягивать отношения свои, то есть с тем мужчиной, с которым вы сейчас вот все не можете расстаться, хотя там ничего уже нет, судьба расставит тогда сама все на свои места. Но это будет намного болезненнее. У вас сейчас есть шанс уйти красиво, по-английски. Как говорят, да? Так, здесь у нас выходит такой ряд тоже. Скажу так, что вы вообще сейчас в своей жизни в таком состоянии, говорю, находитесь. Лабиринтом, видать, мало было описано. Я вам скажу, что у вас вплоть до депрессии может все сейчас затянуться. И так вы уже на грани повешены. Вы ищете выход. Вы не зря смотрите игру, вы уже понимаете, что нужно сейчас что-то увидеть, что-то понять. Потому что, я говорю, вот ваше счастье заключается не в тех людях, которые вокруг вас, а в вас самих. И сейчас вам говорят карты, да, и вообще высшие силы вам посылают, что вот, я говорю, как вы себя сейчас позиционировать будете, так у вас все будет складываться. Будете в депрессии, будете себя винить во всем, будете все переживать, держаться за старое, то, что вам уже не нужно, башня придет, разрушит 100% все равно все. Это будет просто потрясение, но этого можно избежать. Если в себя поверить и полюбить себя, так сказать, да, себя уважать начать, потому что сейчас подумать нужно о себе. Девятка кубков, я всегда говорю, эта карта, она как бы, ну, удовлетворение, желание, да, там сбылось, и наполнение, и счастье, и праздник, и все там, все, как говорится, сферы сложились, все прекрасно, все хорошо. Но это карта чистого эгоизма. Но не вот эгоизм, как вы люди воспринимают, что это плохо, я понимаю, да, как многие сейчас подумают, но это эгоизм полюбить себя немного, подумать о себе. То есть, ну, здоровый эгоизм, если так можно сказать, парадоксально звучит, но вот чтобы вам понятно было, что это за карта. К себе отнестись, о себе подумать. Вы понимаете, что у вас внутри уже происходит. И это будет выливаться сейчас, у кого-то уже выливается во внешний мир, где все и так рушится. По повешенному вам говорят, надо пересмотреть. И вы все спокойно преодолеете. Если вы сомневаетесь, что у вас нет сил, есть. Вот, пожалуйста. Победа. Шестерка жезлов. Силы есть. Поэтому ваши все идеи, ваш потенциал сейчас зависит от вашего исполнения желаний от вас самих. Вы можете победить, поверив в себя и двигаться вперед. У вас есть выбор, либо остаться и свои идеи воплощать, либо потушить это сейчас всю игру, и тогда вы просто потонете во всем этом, пока не выйдете заново, пока опять вас судьба не начнет шевелить. А звезда говорит о том, что вам помогут, и самое главное, ваша мечта исполнима. То есть мы с вами смотрели сейчас общий расклад. Вот то, что резонирует, принимайте. То, что не резонирует, отпускайте. И вообще, ну, как бы не нужно это на себя брать.
Если кому-то нужен личный расклад, закреплен мой личный телеграм, мой телеграм, ссылка на канале. Пишите, будем разбирать, в какой сфере у вас конкретно что происходит. Что я здесь хочу добавить? У меня уже какой идет расклад за последнее время о том, что человек выходит в новое. Казалось бы, очень похоже, но у каждого есть свои моменты. Кто-то, я говорю, по-разному, мы все проходим уроки, но каждый проходит по-своему. Вот чтобы краткое было, да, и понятно. Да, и сейчас время такое, что многие люди начинают осознавать, что что-то не так. Вроде все нормально, но что-то не так в своей жизни. Что это значит? Это вот именно колоссально идет сейчас энергия на Землю, когда люди меняются. Меняются взгляды на жизнь, меняется то, что привыкли видеть, как жить привыкли. То есть многие сейчас задаются вопросом, а почему я о себе никогда не думала? Потому что это называется трансформация. Ее сейчас все будут проходить, насколько... Просто у каждого она своя, по-разному каждый проходит эту трансформацию, несмотря на каком кто уровне это осознает. И если вы ищете уже ответы, это уже хорошо. Значит, вы уже что-то хотите менять. Почему у меня один, сейчас второй, третий расклад идут все о новом? Потому что, я говорю, приходит время, когда вы чувствуете себя уже не на том месте, вы хотите в другое место. Это работа, это жилье, смена места жительства, да. Это отношения, в которых вы прошли, отработали карму, да, или не хотите больше там уже находиться, потому что там держат только какие-то обязанности или еще что-то, да. Ну, то есть, вы меня понимаете, о чем я сейчас говорю. Приходит всему конец, потому что идет эволюционные моменты для каждого сейчас. Почему мы смотрели именно на этот период? Потому что будут очень сильные энергии, которые вытянут с вашего подсознания очень многое. И скажу, что всем нелегко, да, потому что у каждого свои, как говорится, скелеты в шкафу и свой багаж, который мы тянем. Но вот именно этому мы сейчас и учимся. Чтобы вот это все, скелетов всех вычистить по возможности, багаж, который нам не нужен, взяли самое лучшее и все оставили позади и пошли с легкой походкой вперед. Поэтому у вас есть потенциал. Шикарные карты пошли. Жезлы. Потенциала достаточно вообще, чтобы все свои преграды на пути, как говорится, сметать. Но вместо того, чтобы, говорю сейчас вот вам, радоваться тому, что впереди все только прекрасное, понятно, что мы не в раю живем, я имею в виду, что он лучше будет, чем есть и было, вам в это состояние подать нельзя, надо из него выходить. Я говорю, если вы сейчас сами не начнете предпринимать попытки, мешается башня. Тогда вам придется просто быстро подстраиваться, быстро адаптироваться под обстоятельства. Сегодня вот так у нас говорят карты. Желаю, чтобы вы нашли в себе гармонию, в себе силы и веру в себя, и в то, что высшие силы вас всегда поддерживают на вашем пути. Идите смело вперед, все у вас получится.